Португальское наследие, китайские традиции, шик и роскошь казино, Эйфелева башня и венецианские водные каналы. Все это про Макао, особый административный район Китая. В этом видео я постаралась собрать все важные подробности поездки в азиатский Лас-Вегас. Как устроен Макао, как добраться из Гонконга, что посмотреть, чем заняться и как передвигаться. Смотрите до конца, будет много полезностей. Макао является частью Китая, но, как и Гонконг, он обладает статусом специального административного района, что позволяет ему иметь собственную систему правительства, законодательства и экономическую политику. Макао – это бывшая португальская колония и нынешний центр азартных игр. Он расположен на юго-востоке Китая и состоит из полуострова Макао, двух островов Тайпа и Калаана, а также района Катай. Для граждан России действует безвизовый въезд на период пребывания до 30 дней. У Макао есть собственная валюта – патак, но наравне с ней здесь свободно принимают гонконгский доллар. А в магазинах могут дать сдачу обеими валютами. Но при выезде из Макао стоит потратить или обменять патаки, так как в Гонконге их не принимают к оплате и не везде готовы обменять на другую валюту. В аэропорту Гонконга, например, 2 обменника сообщили нам, что не принимают патаки к обмену. Макао можно посмотреть как за один день без ночевки, так и за 2 и даже больше. Территория небольшая, но кроме казино здесь есть чем заняться. Об этом подробнее расскажу дальше в видео. Макао усыпан дорогими отелями со стартовым ценником от $80 за ночь. Но если подумать о жилье заранее, то можно найти варианты подоступнее. Ссылки оставлю в описании под видео. Поездку в Макао удобно совмещать с Гонконгом. Из Гонконга в Макао можно добраться на пароме, автобусе и даже на вертолете. На пароме удобнее выплывать из центра Гонконга, а на автобусе из аэропорта. Мы воспользовались первым вариантом, а автобус оставили на обратную дорогу. Всего в Гонконге существует 3 пристани, откуда можно добраться до Макао. Основная – Макао Ferry Terminal, расположенная непосредственно на острове Гонконг. Одна на полуострове Коулун и еще одна в международном аэропорту Гонконга. В Макао Ferry Terminal паромы отправляются круглосуточно, примерно каждые 15 минут, ночью реже. Время в пути составляет около 1 часа. Также потребуется дважды пройти паспортный контроль при выезде из Гонконга и въезде в Макао. В нашем случае очередей совсем не было, прошли очень быстро. По прибытии советую заглянуть в туристический центр, расположенный тут же в аэропорту. Так мы взяли бесплатную афишу с мероприятиями на ближайшие 2 недели и карту острова. Нам даже удалось сходить на бесплатный джазовый концерт. А еще мы узнали про грядущую выставку волшебного мира Гарри Поттера в декабре, но по датам, к сожалению, на нее не успевали. Но Макао похож на сплошной праздник с множеством мероприятий и активностей. Здесь сложно заскучать. Рядом с терминалом есть остановка, откуда на бесплатном автобусе можно доехать до всех основных точек. Знакомство с Макао началось с осмотра исторической части. Руины собора Святого Павла – это одна из самых известных и значимых достопримечательностей Макао. Собор был построен в 17 веке португальскими миссионерами и когда-то считался крупнейшим католическим храмом в Азии. Однако в 1835 году собор был уничтожен в результате пожара, оставив после себя лишь фронтальную стену с интересной резьбой и статуями. Руины собора Святого Павла были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2005 году, как часть исторического центра Макао. От руин собора стоит пройтись по старинным кварталам. Они известны своими узкими улочками, историческими зданиями, яркими фасадами и традиционными китайскими храмами, расположенными рядом с португальскими церквями и площадями. Здесь же находится кафедральный собор Макао. Небоскреб казино Гранд Лисбоа – один из самых знаковых и узнаваемых символов Макао. 58-этажное здание является одним из самых высоких зданий в городе. Внутри есть казино, отель и рестораны. Можно побродить по этажам, посмотреть выставочные экспонаты и впитать атмосферу шика и роскоши. В Макао царит атмосфера вечного праздника. На острове полно различных мероприятий, красочных шоу и выставок. Пожалуй, самое популярное шоу – Дом танцующей воды, которое проходит только здесь. Во время нашего визита шоу не проводилось, так что лучше заранее проверять информацию по датам и стоимости на официальном сайте. Ссылку оставлю в описании. Но не менее популярны ежедневные бесплатные шоу. В отеле Казино Вин можно посмотреть сразу 2 таких. Перед входом в здание проводится шоу фонтанов. Оно довольно короткое, не более 2 минут, но из раза в раз отличается. А уже внутри отеля можно посмотреть цветовое и музыкальное шоу «Дерево жизни». Оно поинтереснее. Есть и другие шоу в Макао. Расписание можно проверить в афише из туристического центра или на официальных сайтах отелей.
Ссылки также в описании под видео. Достопримечательности расположены как на полуострове Макао, так и на острове Тайпа. Перемещаться между ними можно на такси или городских автобусах. Мы жили на полуострове Макао, и поездка до острова Тайпа оказалась не самой простой. Остановки разбросаны по всему городу, но почему-то не удалось так легко их найти. В итоге стартовали от центральной остановки рядом с казино Гранд Лисбоа. Здесь много маршрутов и много очередей. С выбором нужной остановки проблем не было, везде есть указатели. Но хотя автобусы ходили каждые минут 10-15, из-за количества народа мы смогли сесть только с третьего раза. К тому же автобус был настолько заполненный, что первые минут 20 мы простояли в начале салона рядом с водителем, практически без нормальной возможности шевелиться. Плюс ко всему, китайцы вели себя довольно шумно. Это та ситуация, которую надо просто принять. Или вместо автобуса поехать на такси. Если хочется отдохнуть от активности и толпы народа, а туристов здесь очень много, то можно съездить на юг острова в деревню Калаан. Здесь находится тихий и спокойный пляж, куда, кажется, только местные приезжают. Атмосфера очень расслабленная. При желании можно даже пикник устроить. Отель The Venetian на острове Тайпа – это один из крупнейших и роскошных отельно-развлекательных комплексов в мире, известный благодаря дизайну в итальянском стиле Венеции. Отель напоминает город в городе. Помимо уже привычных казино и роскошных номеров, здесь есть большой торговый центр с магазинами мировых брендов, разнообразные рестораны и кафе, многочисленные выставки, концерты и шоу и даже венецианские водные каналы, по которым можно покататься на гондоле с гондольером, а потолок имитирует небо, полностью стирая ощущение реального времени. Пожалуй, только ветерка с птичками не хватает. Каналы можно посмотреть на третьем этаже отеля. Отель де Парижа находится по соседству с отелем The Venetian. Он уже оформлен в парижском стиле и не менее интересен. Основной особенностью отеля является его реплика Эйфелевой башни при входе. Согласитесь, что довольно необычно такое встретить в Азии. Внутри отеля также казино, торговый центр, рестораны, номера и необычные потолки. В Макао есть собственный аэропорт, но мы вылетали утром из аэропорта Гонконга, так что нам надо было организовать ночной переезд. И на деле все оказалось гораздо проще, чем могло показаться сначала. Всего 3 автобуса, и мы на месте. Но начнем по порядку. Сначала на ночном городском автобусе доезжаем до пограничного пункта. Google показывает актуальное расписание, так что мы без лишних ожиданий сели на автобус и по свободным дорогам домчались до пограничного пункта. Затем зашли в здание, купили билет на следующий автобус, прошли границу без очередей. Все было быстро, просто и понятно. И в зале ожидания подождали еще минут 10. Ночной автобус до Гонконга отправляется по мере наполнения, но в нашем случае он поехал неполный, было не более 10 человек. Так, примерно за час мы проехали по самому длинному мосту через подводный тоннель до автостанции в Гонконге. Затем снова прошли паспортный контроль. Предварительно нужно заполнить пограничную форму. И уже после нас ждал третий короткий автобус прямиком до аэропорта. Везде есть указатели дежурные, готовые помочь. Вся дорога от двери до двери заняла у нас 2 часа, практически без потери времени на пересадках. Можно подумать, что так сложились обстоятельства, но нам хочется верить, что в Гонконге и Макао так хорошо организована система. Кроме перечисленных достопримечательностей, в Макао можно прокатиться на колесе обозрения, совершить прыжок банджи-джамп с башни Макао, заглянуть в павильон гигантских панд, походить по музеям и научному центру, исследовать древние храмы и церкви и просто погулять по городу. Здесь полно интересных локаций. Все зависит от времени и возможностей. Мы провели на острове 2 полноценных дня и остались очень довольны. Советую не упускать такую возможность, если будете в Гонконге или даже на длительной пересадке, ведь сюда очень удобно доехать прямо из аэропорта. Я надеюсь, что это видео оказалось полезным для вас. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Это поможет развивать его дальше.